Дорогие друзья, я сейчас загружаю ролик про защитные, атрибуты ведьм. И заодно, пока не собрала этот стол, он, конечно, загрузится не скоро, через часа два, наверное. В любом случае, этот ролик, я думаю, быстрее загрузится. Я хотела бы еще раз вам напомнить, как ко мне обращаться, каким образом, потому что я думаю, что народу нужно, наверное, время от времени напоминать про это дело, коль уж они не понимают. Значит, дорогие друзья, когда вы ко мне обращаетесь, будьте так любезны, не пишите сразу мне, вы гадаете или нет. Я не гадаю и не гадаю, я не гадалка. Ведьма вообще себе не позволит никогда называть гадалкой или гадаю, или гадать и прочее, прочее, или услуги, или что-то еще. Выключи-ка я свет, чтобы пусть успокоился. Вот. Я ясновижу. Я вижу, говорю, как есть, что есть. И те, которые знают мое ясновидение, даже мои недруги признавали когда-то, что у меня с ясновидением ого-го. Поэтому гадалкой я никак быть не могу. Таро и прочие карты, которые существуют, которыми мы пользуемся, я уже говорила, объясняла, мы ясновидим с помощью карт. Мы видим с помощью карт и говорим, что, как и так далее. То есть то же самое ясновидение с помощью карт. Это не бумага нам говорит, что там. Это говорят те же духи, те же силы. Просто картами мы немножко экономим свою силу, собственно говоря. Значит, будьте добры, не звоните мне в 3 часа ночи и не мотивируйте это тем, что вам спать не хочется, и что вы не можете спать, и у вас плохо со сном, и вы решили мне рассказать свою жизненную ситуацию, историю и прочее. Я не сижу, не слушаю часами разговоры и рассказы. Я даже со своей семьей долго не говорю по телефону, больше 5 минут, самое больше 15 минут. Я не растрачиваю свою энергию на болтовню и не вижу в этом смысла. Я делаю. Когда ко мне обращаются мои друзья, что-то говорят свою жизненную ситуацию, я говорю, все поняла. На следующий день мне пишут, ты что-то сделала, вот все поменялось. Я говорю, естественно. Ой, а мы не поговорили об этом. А мне говорить не нужно. Я поняла, учла, все понятно, что у вас там. Теперь буду исправлять. Завтра скажете, что у вас поменялось. Я точно так же работаю с людьми. Я им всегда говорю, будьте на связи и все время пишите, что у вас меняется. Как только у вас все поменяется, я поставлю вам защиту, сделаю определенные вещи, которые здесь называть не буду. И все, идите, живите дальше. Люди на себе чувствуют все. Они чувствуют то сонливость, то усталость, то наоборот прилив сил. По-разному, у каждого человека свое. Насколько довольны или недовольны, это уже они сами говорят. Но в любом случае, у меня к вам просьба. Значит, будьте добры, такими вопросами ко мне не обращаться. Сколько стоят ваши услуги? Будьте добры, не люблю это слово услуги. Еще раз вам говорю, услуги колдуны не оказывают. Никогда не оказывали. Услуг нету, помощь. И стоимость не надо говорить. Спросите, могу ли я вам помочь? Может, я так помогу. Просто спросите, у вас есть время, можно к вам обратиться. Хорошо? Вы же не на базаре, я же лифчиками не торгую, правильно? Сколько стоит у тебя? Следующий момент. Не нужно мне часами рассказывать о том, каким колдунам вы ходили, кому вы ходили, кто вам что сказал, кто вам сказал, что носить на себе, что как чего делать. Будьте так любезны. Я не знаю, кто эти люди, не могу анализировать, правильно они сказали, неправильно. У каждого свой метод. Может быть, очень даже правильно он сказал, может, таким образом он должен вылечить и помочь. Откуда я знаю? Может, он так работает. Если вы не приходите ко мне за помощью, значит, мне не нужно рассказывать часами. Я могу только за свою работу сказать. Я за чужие работы говорить не могу. Это 2. Человеку говорит, что у него происходит, он соглашается. Да, полностью так и есть, все совпало именно так. Что делать? Я говорю, что надо делать. Я подумаю. Хорошо, думайте, когда будете готовы. После этого каждый день мне, значит, вопрос. А вот это тоже от этого. А скажите, а если вот я так сделаю? А вот есть одна там женщина, если я к ней пойду, она ведьма, не ведьма, она экстрасенс? Слушайте, вы понимаете, что вы несете? Я знать не знаю, экстрасенс она или кто она там такой. Вообще это слово экстрасенс придумали не очень давно. Я не знаю, что за хрень это экстрасенс означает. Были ведьмы, колдуны, вот и все. Знахари.
сельские врачи, как хотите. Экстрасенсы, это, видимо, чтобы понять просто по-научному, чтобы объяснить определенные экстрасенсорные способности, необычные способности человека. Я так понимаю, наверное. Значит, погадайте на мне. Вот это выражение очень приятное. А вы гадаете? Нет, не гадаю. А что вы тогда делаете? А чем вы тогда занимаетесь? А как вы тогда помогаете? Ну, давай сейчас я ему весь список поставлю там на экран. Как я помогаю, что я делаю? Понимаете, вы не на базаре, которые пришли и меню спрашивают. А что, почем, и что, и чего, и как. Не спрашивайте у меня, что я еще делаю, иначе я могу вам действительно кое-что сделать, и вы сразу поймете, что я еще могу делать, и как я могу делать, и как это плохо на вас отразится. Будьте так добры, не злите человека. Не злите внутри этого человека определенные силы, которые могут вам навредить. Я очень добрый человек, пока меня не вывели. Вы прекрасно знаете, что я человек отзывчивый, понимающий. Очень часто все эти ритуалы, которые я вам дарю, очень часто у меня просят, очень часто подходит момент какой-то ситуации. То одно я дарю людям, то второе, потом смотрю, что еще что-то надо, видимо, людям в этой ситуации помочь. Помочь там это вылечить, помочь то сделать. И я вам всем это дарю. Вы знаете, что это просто, это только добрые люди могут так делать. Это реально добрый человек может так сделать. Но с другой стороны, когда уже начинают наглеть люди, начинают мне давать какие-то советы, сегодня определенная личность мне спрашивает, а кто такой Барикапка? Вы знаете, дорогие друзья, что больше всего выводит меня? Я вам сейчас объясню. Когда люди, которые прочитали пару строк в интернете, советуют человеку, который прочитал столько книг в этом направлении, столько летопись, столько архивов, что вот просто вам и не снилось. И они этому человеку советы раздают, вот эти вот люди. Я говорю, Барикапку вам знать незачем. Но если вам это интересно, это Вороний царь. Пришло из древнерусского колдовства. Ответ гениальный. Я знаю этот термин из древнерусского колдовства, но он не царь Вороний. Я хотела сказать, не хотела, а я сказала человеку. Конечно, я ответила. Вы знаете, что я резкий человек, вы знаете, что я не блещу, там, знаете, вежливостью иногда. И правильно делаю, иногда нужно шапок ставить на место. Я сейчас объясню, уважаемый товарищ, кто такой Барикапка, и там объяснила. Изначально Барикапку считали Вороньим царем. Считали, что он клевал глаза Христу, и за это удостоился от черных сил выполнению всяких черных работ. И обращались к нему колдуны за черными делами. Извести врагов, извести там соседей, еще что-нибудь и так далее. Что он направляет свои легионы на этого человека, на семью, клюет, уничтожает. А потом со временем этот фольклор перешел в другую сторону и назвали его царем Вороньим и Воробьиным. Соединили, ему дали две рати демонические. Поэтому он выходит и как Вороний царь, и как Воробьиный царь. И вот человек, значит, сопля зеленая, прочитав пару строк, меня учит, хочет мне сделать замечание и так далее. Вы знаете, дорогие друзья, у нас менталитет какой-то вот непонятный. Человек должен возвышаться на своих достижениях. А мы хотим возвыситься, принизив чужие достижения. Люди, которые мне раздают советы, я советую им всем снимать такие же ритуалы, показывать такие же работы, показывать такие же атрибуты, показывать такой же уровень работы, только после этого мне советовать. Потому что пока вы этого всего не достигли, прочитав пару строк, мне советы не раздавать. Я вас очень резко поставлю на место. Потом там можете копировать мои слова, ставить где-то. Это, знаете, меня мало волнует, честно говоря. Следующий момент. Если вы узнали, у меня ответ, получили, и вы пока не хотите это все исправлять, значит, больше меня, будьте добры, знаете, мое время не занимайте. Не спрашивайте каждый раз по новой. Ой, у меня снова там какие-то проблемы начались, это тоже от этого, это тоже от того. Мне надоедает это все объяснять. Я еще раз говорю, любая порча, любое проклятие, любая трудная судьба,
и прочее, идет от демонических сил. Ну, вы называете демонами, я могу назвать там черные, темные сущности, да, темная сторона сущности. Они приходят в вашу жизнь и забирают вашу энергетику. Они забирают вашу отрицательную энергию. Для того, чтобы они усилились, они должны все время вас доводить до трясучки. У вас должны быть постоянные проблемы, вас должно трясти, вам должно быть дурно, плохо в жизни и так далее. И вы этой энергией несчастья, собственно говоря, подпитываете эти силы. Снять порчу или убрать проклятие, или исправить, или очистить человека означает убрать их из вашей жизни, отсечь от вас, то есть поставить защиту, то есть вызвать определенную силу, которая стоит на страже вас и закрывает им проход в вашу жизнь. Закрывает и не дает больше вернуться. И та энергетика, которую вы питали демонов, накапливается в вас. Вы усиливаетесь, и, естественно, вы притягиваете уже сильных людей, нужные обстоятельства и прочее. Чистка – это всего лишь убрание демонической энергии из вашей жизни, для того, чтобы ваша жизнь исправилась. И когда ты человеку один раз говоришь, он еще раз говорит: а вот знаете, вот на днях опять мне там вот это случилось, это тоже, наверное, от того, что вот вы сказали, да? Дорогие друзья, если человек видит ваше прошлое и настоящее, если человек видит факты из вашей жизни, вплоть до имен и до дат, этот человек обязательно видит и проблему, и поможет. Если человек просто тычет пальцем в небо, говорит: у тебя порча непонятно откуда, не спрашивай чего, только иди там очищайся, этот человек ничего не видит. Поэтому если человек увидел полностью, если человек вам передал суть, что у вас происходит, откуда, что, и все это совпадает, значит, зачем постоянно одно и то же спрашивать? Вот вы пришли к врачу, он говорит: у вас такая-то болезнь, вы должны выпить такие-то лекарства, или лечиться, или лечь там в пансионат, не знаю куда. Вы не согласились, ушли. Через полгода приходите и говорит: доктор, мне опять плохо, мне еще хуже стало. Он спрашивает: а вы лекарства пили, вы лечились? Нет. Так зачем, какие претензии? Вы же не сделали ничего, вы сказали: я еще не готова, я еще не хочу, я подумаю. Ну подумали, и что дальше? Самое гениальное, когда люди приходят ко мне и говорят: мы подумаем, потом уходят куда-то к каким-то великим колдунам, те их обувают, ничего не делают, и приходят обратно и начинают проситься: помогите, вот она нас обманула, идите обратно к ней. Пусть она вам советует и говорит. Ко мне не приходите, потому что вы испортили еще хуже, сделали еще хлеще. Мне сейчас нужно исправлять намного больше всякого, понимаете? Люди, которые приходили ко мне после всеизвестных там зарываний в землю и прочей белиберды, так вот, у них было столько всего этой черноты, что я замучилась это исправлять. У меня очень много сил уходило. И до сих пор еле-еле некоторые из них вот только начали выходить из кризиса, только начали встречать нормальных мужчин, только начали постепенно зарабатывать, вставать на ноги. А в тот момент они были в таком состоянии, что, знаете, сколько всего надо было очищать с них. Поэтому, если вы идете куда-то, если вы намерены куда-то идти, там еще больше испоганить все и прийти ко мне, знайте, что я этого не сделал. Мне без разницы там, вы знаете, не из-за того, что вы туда пошли, не сюда, мне все равно, куда вы пошли. Но если вы идете портить еще больше, приходите, чтобы я это все исправляла, с уже с тройной, знаете, вот этой всей, с тройным грузом, ну, извините, конечно, но я не готова на все идти, только лишь бы, как бы, знаете, мне и так немало людей, которым я могу помочь. Я очень попрошу, еще раз напомню вам, не звоните мне, пожалуйста, мне пишите смс. Если я не отвечаю на смс, вот эти вопросительные знаки, будьте любезны, не лепите, это меня раздражает. Я не 15-летний подросток, чтобы бегом бежать и отвечать на ваши вопросы. Не задавайте глупый вопрос: а чем вы еще помогаете или что вы можете? А что вы можете делать? Я много чего могу. А что вам надо? Надо, чтобы у вас паровоз переехал. Могу сделать. Жестко, страшно, может быть. Жестоко. Ну, а это нормальный вопрос. Вы что можете делать? А что вас, собственно, интересует? Еще раз прошу, вот насчет возврата мужей и прочее, обращаться корректнее. Падаю на колени, целую вам ноги, умоляю, прошу. Меня это не трогает. Я эти душесчипательные истории слушать не желаю. У меня таких историй было еще больше.
Я все это переносила, переживала одна. Я люблю сильных людей. Если вы сильная личность, вы готовы спокойно работать и делать, как я вам скажу, это все исправится. Если вы будете каждый день реветь и плакать, я вам не помогу. Более того, я вас пошлю просто очень далеко и закончим эту тему и закроем. Не люблю я ревущих, плачущих людей, которые готовы на все, чтобы таким образом хоть чего-нибудь добиться у тебя. Я далеко не наивный человек. Так что, уважаемые люди, я надеюсь, что еще раз вас предупредила, попросила. Я думаю, мы друг друга поняли. Всем удачи!